шестикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Встречайте, Ферит Османлы. Давай! Оста! Давай, Витя, соберись! А ну-ка соберись! Все, хорошо! А за вторым столом у нас проходит поединок за выход в финал. Призер России. Прям туда, да, он пробегал. Так близко было. Ну, Ильдар посвежее. Ильдар свежее будет. Но, похоже, все-таки вкрутит его Криштарян. Вкрутит. Сейчас будет заруба в крюках. Давай, давай! Болел не за вас, но поздравляю. Все. Не торопитесь. Надеюсь, как-нибудь все-таки выступить в сетке. Надеюсь, наберу форму для этого. И у меня такой же будет. Спонсор выпуска — компания Сила Руков. Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Сила Руков можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании Сила Руков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Друзья, в эту субботу я отправился на один из самых крутейших турниров в мире, на AMC. Выехал я рано утром, и пока все в поезде спали, я размышлял о том, кто же в этот раз возьмет пояс чемпиона в тяжелой категории. Этот турнир преподнес нам множество сюрпризов. К примеру, один из фаворитов турнира, Виктор Шевеленко, не смог попасть даже в шестерку. И это несмотря на отличный соревновательный год. Второе место на турнире Лиги AMC в Красноярске, третье на турнире AMC во Владикавказе и 2 выигранные матчевые встречи на турнире Вершина. Видимо, не хватило сил для завершения года. К сожалению или к счастью, я для себя каждый раз после поражения вижу свои слабые стороны и как можно сделать себя лучше. Это значит, что в очередной раз предстоит много тяжелой работы в следующем году, сказал после турнира Виктор. Еще одним сюрпризом для меня был проигрыш в сетке турнира 2 богатырей из Красноярска, Дмитрия Силаева и Виталия Лалитина. А проиграли они вот этому богатырю, представляющего Турцию, Фериту Османлы. Ферит выигрывал одного соперника за другим, и даже Заур Пайзулаев, который в итоге стал третьим, ничего не смог ему противопоставить. Давай! Оста! Еще! Давай! Еще! Опа! Но в финале Виталий реабилитировался и дважды выиграл турецкого атлета, завоевав пояс AMC в тяжелом дивизионе. Виталий Лалитин одерживает победу. Анзор Шахмурзаев одерживает победу. Сергей Богословов в этот раз не стал гонять вес, а поднялся в 105-ю категорию. Выступил он достойно, но поединок с Адамом Баркинхоевым отнял у Сергея, да и у его соперника очень много сил.
Спортсмены перебарывались и перебарывались. Это был фактически армфайт в рамках турнира AMC. Я даже сбился со счета, сколько раундов спортсмены провели между собой. В итоге Адам Баркинхоев вышел победителем этого противостояния, заняв третье место в категории 105 кг. Сергей Богословов стал в этот раз лишь четвертым. Вторым в этой категории стал Георгий Таутиев, уступивший Ибрагиму Сагову в очень конкурентном и равном поединке. Ибрагима Сагова отвести плечо назад. И какое же решение примут судьи? Извечное противостояние Венгров против Рука. Он там вел, весь белый. Итак, какое решение скажут судьи? Очень тяжелый поединок. И какое решение скажут судьи? Победу одерживает Ибрагим Сагов. А Ибрагим пообещал после финала своим фанатам, что обязательно возьмет реванш у Тодда Хатчингса, которому проиграл недавно на турнире «Восток против Запада». Лично я буду с нетерпением ждать этого поединка. А вы, друзья, напишите в комментариях. Ну а мы переходим к главным героям прошедшего турнира AMC. Встречайте, Артем Тайнов, занявший первое место в 95-й категории. Артем стал первым атлетом в мире, у которого на руках сразу два чемпионских титула Лиги AMC и East vs West. Артему не повезло немного на прошлом турнире AMC, но в этот раз рукоборец из Крыма был в ударе. Конкуренцию ему пытались создать Ильдар Бубенко и Арсен Хачатурян. Хорошо, Ильдар, хорошо. Ну, Ильдар посвежее, Ильдар свежее будет, но, похоже, все-таки вкрутит его Хачатурян. Вкрутит. И сейчас будет заруба в крюках. Но Артем в этот раз был на голову сильнее всех и увез к себе домой $6000 и пояс чемпиона, одного из самых престижных турниров в мире по армрестлингу. Скоро Артему предстоит армфайт на шоу «Восток против Запада» с Зурабом Тавберидзе. Я лично с нетерпением буду ждать поединок этих двух непримиримых атлетов. Потому что на турнире AMC ребята показали очень зрелищную и бескомпромиссную борьбу. Ильдар Бубенко стал вторым в категории, а третьим стал дебютант турнира, рукоборец из Казахстана Нефонтов Михаил. Представляем вашему вниманию еще одного героя турнира. Конечно же, это непобедимый Алан Залоев, спокойно и хладнокровно разобравшийся со всеми своими соперниками в 75-й категории. Победивший в финале Артура Макарова, Алан признался, что выступал на этом турнире с травмой, с которой в принципе выступать нельзя. Даже в такой непростой ситуации Алан сделал свою работу на отлично, забрав очередной пояс AMC. Фанаты армрестлинга, наверное, давно ждут поединок двух непобедимых чемпионов Алана Залоева и Олега Черкасова. Может быть, Олег не станет гонять вес в 65-ю категорию, а уйдет в 75-ю, и мы увидим поединок двух равных соперников. А пока Олег вновь забирает пояс чемпиона легкой весовой категории. Ну что, какое решение примут судьи? Победа Олега Черкасова. Друзья,
Уже скоро главный праздник зимы – Новый год. И в преддверии этого волшебного праздника 30 декабря мы проведем турнир по армрестлингу, где наряду со здоровыми спортсменами будут участвовать и спортсмены-инвалиды. В рамках турнира пройдут спортивные конкурсы как для обычных детей, так и для детишек с инвалидностью. Обращаюсь к вам с просьбой помочь мне провести данное мероприятие. Помочь нам можно, отправив любую сумму по номеру телефона, к которому привязана карта 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. С наступающим вас Новым годом! Всем, кто помог мне, низкий поклон. Скоро новый выпуск с турнира AMC, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик. Режиссер и оператор Зинятуллин Руслан.